В этом видео я расскажу, как самостоятельно добраться до Хальштата из Вены на общественном транспорте, какие виды вы увидите из окна во время поездки, а также какие достопримечательности можно посетить в самом городке. Из Вены есть прямой поезд до Хальштата. Он ходит один раз в сутки. Время отправления нужно смотреть на официальном сайте, который указан, поскольку в зависимости от периода оно может меняться. Также на этом официальном сайте можно сразу и купить данный билет онлайн. Цены тоже разные в зависимости от даты и стартуют от 25 евро в одну сторону. Ехать 3 часа и 20 минут. Поезд отправляется от главного железнодорожного вокзала в Вене Hauptbahnhof Wien и идет до вокзала Hallstattbahn. По пути из окна вы будете лицезреть красивые пейзажи Австрии. Вообще в Австрии все территории относятся к частной собственности, причем владельцы не имеют права менять ландшафт. Если у вас по документам указан лес, то из этой территории нельзя сделать поле. Если вы даже и вырубите все деревья, то нужно будет посадить новые. Доехав до нужной станции и выйдя из поезда, нужно будет пересесть на паром, который находится в 80 метрах от железнодорожной станции, чтобы попасть на противоположный берег, где и находятся все достопримечательности и красивые места Хальштата. Цена проезда составляет 3,5 евро в одну сторону или 7 евро в обе стороны туда и обратно. Ждать парома особо не придется, поскольку их расписание синхронизировано с расписанием поезда, так что переживать насчет парома не стоит. Кстати, учитывайте тот момент, что обратно поезд также едет раз в сутки, поэтому лучше заблаговременно позаботиться о билетах и вовремя вернуться обратно на станцию. Расписание поезда смотрите на официальном сайте, который указан. Хальштат – это маленький городок посреди скал на берегу одноименного озера. Его население составляет менее 1000 человек. Среди туристов это одно из самых популярных мест Австрии. Данный поселок можно обойти за несколько часов, поскольку городок небольшой и состоит всего из 2 главных улиц вдоль берега. Гуляя по главной улице, можно лицезреть нависающие деревянные домики, плотно расположенные друг возле друга прямо в скалах, либо же непосредственно на берегу. Это связано с тем, что территория небольшая и имеется нехватка земли и свободных площадей. Улочки здесь достаточно узкие, но при этом очень уютные и вместе с домиками создают сказочный образ данного города. Кстати, местные жители уже неоднократно просили у мэрии ограничить число туристов, поскольку летом ежедневно сюда приезжает порядка 10 000 человек, что создает неудобства для местного небольшого населения. К тому же многие туристы порой не отличают публичные достопримечательности от частной жилой территории и ради красивой фотографии зачастую вторгаются в частную собственность, что, несомненно, не нравится местным жителям, из-за чего многие развешивают таблички с запретами на своих домах. По сути, навигатор для прогулки по Хальштату особо и не нужен, поскольку здесь проходит прямая дорога, вдоль которой и гуляют туристы. По пути вам встретится как знаменитая церковь, запечатленная на многих фотографиях и открытках Австрии, так и главная площадь города Марктплац с фонтаном, скамейками и зоной для отдыха. Также здесь есть несколько обзорных площадок с видом на горы, озеро и церковь. Лютеранская евангелическая церковь Гальштата была построена в середине XIX века. Именно она украшает все знаменитые картинки и открытки данного города. Гальштат считается старейшей деревней Европы. В ней есть только одно кладбище. А из-за того, что площадь городка ограничена и очень мала, могила на этом кладбище может находиться под землей только до 10 лет. Потом же кости нужно выкопать и перенести в так называемый дом костей. Еще до XIX века не существовало прямой дороги в этот городок. Сюда можно было попасть либо на лодке через озеро, либо же по очень узкой тропинке.
Кстати, китайцы построили у себя точную копию Хальштата еще в 2012 году. Что касается еды, цены в кафе варьируются от 10-15 евро и выше. Кафе в данном городке не так много, но в общем хватает, либо же при желании можно заранее подготовиться и взять какой-то перекус с собой в дорогу. Также здесь есть прилавки с различными сувенирами, цены выше среднего, но собственно как и во всей Австрии. На карте я обозначила достопримечательности Хальштата. Они все расположены недалеко друг от друга. И по сути, остановка парома, где нужно выходить, находится как раз рядом с площадью Марктплац. Кстати, приезжать сюда можно круглый год. И каждая пора года придает данному поселку свое очарование и неповторимые пейзажи. Конечно же, более комфортно приезжать в теплый период года, весной или летом, когда день более длинный, а ночи короткие. Температура воздуха даже летом, как правило, не превышает 23 градуса. Однако в этот период туристов будет достаточно много, и так как городок небольшой, то по ощущениям может быть тесновато. Зимой же несомненным плюсом будет наличие рождественских ярмарок на главной площади, где можно будет купить различные украшения и попробовать горячий шоколад и глинтвейн. Вообще Хальштат любят не за его количество достопримечательностей, а за чистый воздух, неповторимую природу и захватывающие виды, открывающиеся с обзорных площадок. Здесь можно не спеша гулять и наслаждаться горными пейзажами. Данный городок также знаменит своей самой старой во всем мире соляной шахтой, ведь добычей соли здесь занимаются уже более 3000 лет. Местная соль экспортируется по всему миру как в медицинских, так и пищевых целях. Несомненно, добыча соли поспособствовала развитию города и благосостоянию его местного населения. Кстати, эту соляную шахту в Гальштате можно самостоятельно посетить. Она расположена непосредственно над городом. Сюда можно добраться как пешком по тропинке и лестнице, так и на фуникулере, что, конечно же, удобнее. Цена билета стартует от 40 евро за человека и включает в себя как посещение соляной шахты, так и подъем и спуск на фуникулере. Билеты можно купить онлайн на официальном сайте, который указан. Кстати, если вы собираетесь в соляную шахту даже в теплое время года, лучше захватить с собой теплую одежду, поскольку температура воздуха в пещерах составляет от 4 до 7 градусов тепла. Также при выходе из соляных пещер можно купить сувениры и различные виды соли. Еще учитывайте момент, что в самой шахте и на фуникулере будет очередь, поэтому на данную достопримечательность может уйти пару часов. Если же покупать билет онлайн, то вы проходите без очереди. Очередь будет только на спуск. На карте я показала расположение шахты с фуникулером. В описании к видео я дам геометки на данные достопримечательности для навигатора. Найти все эти места не составит никакого труда, поскольку, как я уже ранее говорила, городок маленький и состоит всего из 2 улиц. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски с инструкцией к путешествию.